Всем привет! С вами Яна, и я наконец-то заканчиваю видеоотчет по нашему июньскому отпуску. Сейчас уже, кстати, конец декабря, но лучше поздно, чем никогда. Итак, в этом видео прекрасный туристический городок Ниагара Фоллс. Расположен он на берегу известного Ниагарского водопада на границе с Соединенными Штатами Америки. Вот на той стороне уже США. It's always you. 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 Keep falling for you. Здесь мы провели чуть меньше суток. Если честно, очень хотелось остаться еще хотя бы на одну ночь. Но в целом даже и за это время мы довольно много успели. Why'd you like it feel this pain? It's like I'm going for insane. There's nothing left to say. It is don't let it be. Away from me. Away from me. It's always you. It's always you. It's always you. It's always you. Но прежде чем я начну делиться впечатлениями о Ниагара Фоллс, пару слов о дороге. Мы выехали из Торонто в пятницу после обеда. Точно не помню, но где-то около 3 часов. Мы, когда заранее планировали маршрут, ориентировались на карты Google. Там все выглядело вполне неплохо, чуть меньше, чем 1,5 часа. Но по факту дорога у нас заняла намного больше. Маршрут увеличился почти в 2 раза, так как раз в это время жители соседних с Торонто городков начали добираться с работы в мегаполисе домой. И это нам еще повезло. Если бы мы выехали еще немного позже, в пробках бы простояли гораздо дольше. Мы намеренно задержались в Торонто, чтобы посмотреть особняк Каза-Лома, о котором подробно можно посмотреть в предыдущем видео. Но все же, если есть возможность, лучше избегать час пик при поездке с Торонто в Ниагара Фоллс. Ну а теперь о Ниагара Фоллс. Сам городок довольно компактный, и все основные достопримечательности и развлечения расположены на набережной у водопада или рядом с ней. Начнем с Journey Behind the Falls, что дословно переводится как «путешествие за водопадом». Здесь по тоннелю можно пройти за водопад и посмотреть на потоки воды. Честно говоря, это нас не очень впечатлило, но заплатить за входной билет и прийти сюда стоит только ради этой смотровой площадки. Довольно просторная двухъярусная смотровая площадка расположена прямо у водопада. Как видите, все здесь в дождевиках. И неспроста. Здесь и правда можно намокнуть. Кстати, дождевики выдают при входе. Их стоимость входит в стоимость билета. К тому же дождевик можно оставить на память как сувенир, да и вообще в хозяйстве пригодится. Еще одним пунктом в нашем списке было покататься на вот такой лодочке.
Эти паромы ходят довольно часто как с канадской, так и с американской стороны. Определить, откуда паром, можно по цвету дождевиков туристов. Люди в красном отплыли из Канады, а в синем – из Соединенных Штатов. Дождевики также выдают при входе. Билеты можно заранее купить онлайн или в кассе при входе. Прогулка длится около 20 минут, пусть и недолго, но по моему субъективному мнению, именно такая прогулка на пароме – самый лучший способ полюбоваться водопадом, по крайней мере в хорошую погоду. Потрясающие виды, непередаваемые ощущения, масса положительных эмоций и впечатления на всю жизнь. Нам очень понравилось. Особенно понравилось, что паром подплывает очень близко к водопаду. Если в это время находиться на открытой палубе, то совсем не намокнуть не получится, даже в дождевике. Но по-моему это здорово. Однако для тех, кто мокнуть не планирует, можно спрятаться на крытой части парома и любоваться водопадом оттуда. Кстати, как в самом начале посещения Journey Behind the Falls, так и Niagara City Cruises нас фотографировали. Фотографируют бесплатно, а при выходе предлагают купить вашу фотографию с дорисованным в фотошопе водопадом на заднем фоне. Мы от такой услуги отказались, к тому же стоит она немало, причем, по-моему, даже больше, чем стоимость входного билета, чуть ли не в 2 раза. Стоимость входных билетов как на Journey Behind the Falls, так и на Niagara City Cruises была до 30 канадских долларов примерно. Точную стоимость не помню. А к тому же она может меняться в зависимости от сезона. А зимой и вовсе это все, скорее всего, не работает. Кстати, если кто-то был на Ниагарском водопаде зимой, напишите, пожалуйста, в комментариях, как там вообще обстоят дела с достопримечательностями в это время года. Здесь много чего еще можно посетить, и если у вас на Ниагарском водопаде будет время на несколько разных достопримечательностей, то имеет смысл купить какой-то комбинированный билет сразу на несколько таких развлечений. Читала, что такие тоже есть и можно сэкономить. Еще одно место, которое здесь обязательно стоит посетить, это Клифтон Хилл.
Это очень живая и яркая улочка с множеством ресторанчиков, развлечений и тонной креатива. Каждое заведение притягивает внимание уникальным экстерьером, глаза разбегаются. Также здесь есть колесо обозрения, на котором мы покатаемся чуть позже. Успели прямо перед закрытием. Ну и, конечно же, обязательно стоит побывать на Ниагарском водопаде ночью и полюбоваться световым шоу и, если повезет, салютами.
aside, I wish my life was as exciting as Indiana Jones. And I am wishing I could be inside movie land. У меня на этом все. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.